Вы на канале «Это вкусно». Сегодня я буду готовить нежный без косточек джем из малины. Я покажу вам два варианта приготовления. Первый – это быстрый способ с добавлением пектина, что значительно уменьшает время варки и количество сахара. Второй – без загустителей, с увариванием и большим количеством сахара. Если вам интересно, какие загустители лучше добавлять в джемы и желе, можете посмотреть видео, где я сравниваю пектин, агар-агар и желатин по ссылке в правом верхнем углу. Итак, у меня сегодня малина, ее вес килограмм 300 грамм. Я ее немного прогрею на плите и буду при этом перемешивать, так она лучше выделит сок. Можно просто пробить ее погружным блендером, но мне больше нравится вариант с подогревом. Теперь малину нужно перетереть через сито, чтобы отделить косточки, так как готовить желе я буду из малинового сока с мякотью. Этот процесс совсем не сложный и много времени не займет. Старайтесь, чтобы как можно больше мякоти попало в сок. Лопаткой снимайте ее с дна сита. Обязательно подпишитесь на мой канал, чтобы не потерять этот рецепт, и нажмите на колокольчик. Тогда вы точно не пропустите следующие видео. Косточки с остатками мякоти я не выбрасываю, пока отставлю в сторонку и позже покажу, что буду с ними делать. Вот такая ароматная и яркая жидкость получилась в итоге. Я ее взвешиваю. У меня здесь 800 грамм сока. Делю его на две части, так как буду делать два варианта желе. Для первого рецепта я возьму 400 грамм малинового сока, 250 грамм сахара, 10 грамм пектина. Как всегда при работе с пектином смешиваю его с 2 ложками сахара, которые я беру из общего количества. Остальной сахар я всыпаю к соку и перемешиваю. Ставлю на плиту и, помешивая, довожу до кипения. Пену, которая при этом собирается, я снимаю. После того, как масса закипит, варю ее 3 минуты, помешивая. После этого всыпаю пектин, быстро размешиваю и варю еще 2-3 минуты. После чего разливаю в стерильные баночки и закручиваю. Оставшееся желе перелью в прозрачную посуду, чтобы потом показать вам результат. У меня на канале есть два варианта приготовления клубничного джема. Видео вы можете посмотреть, кликнув по ссылке в правом верхнем углу. Для второго рецепта я беру 400 грамм сока, 400 грамм сахара, 3 грамма лимонной кислоты. Соединяю лимонную кислоту с сахаром и всыпаю все в сок. Перемешиваю. Ставлю на плиту и периодически помешивая, довожу до кипения. Пену, которая собирается, можно снять. Увариваю джем 15 минут на небольшой мощности и помешиваю при этом. Сейчас джем еще жидкий, но по мере остывания он начнет густеть. Переливаю его в стерильную баночку и закручиваю. Остальное наливаю в стаканчик и завтра продегустируем. А сейчас я покажу, что делать с оставшимся жмыхом. Обычно я добавляю его в компот. На этот раз, по совету своей подписчицы, я его разложу по силиконовым формочкам и заморожу. После того, как масса заморозилась, перекладываю ее в пакет и отправляю в морозилку. Вот такая заготовка на зиму для компота или киселя. Вот такие два варианта малинового джема у меня получились. В обоих случаях джем хорошо застыл. Сравню на вкус. Желе с пектином.
Очень ароматная, нежная, с ярким натуральным вкусом свежей малины. Сахара достаточно немного и немало. Натуральный вкус малины он не перебивает. Желе без пектина такое же густое. За счет того, что в нем больше сахара, и я его уваривала 15 минут. На вкус оно очень похоже на обыкновенное малиновое варенье, только без косточек. Очень сладкое и ароматное. Но никакого вкуса свежей малины в нем нет. Поэтому мой выбор – малиновый джем с пектином. Натуральный вкус свежих ягод малины, меньше в 2 раза сахара, меньше варки в 3 раза. Кто не готовил с пектином, обязательно попробуйте. Очень вкусно. Мои любимые желе и джемы смотрите в этой подборке, все очень вкусно. Понравился сегодняшний рецепт? Поставьте лайк этому видео и не забудьте подписаться на канал. Это вкусно!